Его боятся. Его убивают 1000 лет. В каждой сказке он зло. В каждом мифе убийца. Но в одном волк честнее многих из нас. Он выбирает одну на всю жизнь и умирает рядом с ней. Сегодня настоящая правда о волке. Сегодня мы разберем волка от и до: семью, охоту, голос, любовь, смерть. И во второй половине нашего рассказа вы узнаете много нового, в том числе о недавнем научном открытии, которое звучит почти как фантастика. Внутри некоторых волков живет микроскопический паразит, влияющий на мозг и способный менять их поведение, толкать к риску и, возможно, влиять на то, кто однажды станет лидером стаи. Ученые в Йеллоустоуне 26 лет наблюдали за волками, брали анализы крови, отслеживали, кто остается, кто уходит, кто становится родителем и вожаком. И нашли связь, после которой выражение «альфа-самец» начинает звучать совсем иначе. Но к этому мы еще вернемся. А начнем с мифа, который вы, скорее всего, слышали с детства. Альфа-волк, вожак. Тот, кто пробился к вершине через драки, через зубы, через кровь. Жесткая иерархия, закон сильного. Это неправда. Обещаю. Оставайтесь до конца. Будет интересно. В 1970 году люди поверили в миф об альфа-волке, сильнейшем самце, который держит стаю страхом. Но этот образ родился не из жизни дикого леса, а из наблюдений за волками, которых заперли вместе и заставили бороться. В природе стая не поле битвы за власть, а семья, где главный не ломает своих, а ведет их. Так вот, пока вы это смотрите, в каком-нибудь лесу идет волчья стая, и там нет альфы, там идет отец, за ним мать, между ними дети. Старшие помогают младшим, младшие учатся. Это не банда, это семья. Они идут один за другим, след в след. Без единого лишнего звука. И в центре этой семьи двое. Те самые, которые когда-то нашли друг друга и больше уже не расставались. Биологи это называют социальная моногамия. Мы называем верностью. Большинство пар волков остаются вместе до смерти одного из партнеров. Скандинавское исследование длиной в десятки лет не зафиксировало ни одного случая развода среди живых здоровых волков. Если один погибает, второй ищет нового партнера. Не сразу, иногда через год. Но пока оба живы, пара не распадается. А теперь представьте, чего стоит ее найти. Молодой волк уходит из родительской стаи в 2-3 года. Один. На своей территории родители, братья. Размножаться там нельзя. Надо искать чужой лес. Этот период биологи называют дисперсия. Звучит сухо. На деле это самое опасное путешествие в жизни волка. 80% всех волков, которые погибают молодыми, погибают именно в дисперсии. От ружья, от капкана, от машины, от других стай, через чьи территории приходится идти. А сколько они идут? В 2020 году Voyagers проект надел ошейник на волка V075. 1,5 года он шел. Через Миннесоту, через Северную Дакоту, Манитобу. Когда последний раз сигнал от него поступил, он прошел 2960 километров. Это от Москвы до Парижа и обратно. Почти.
В Орегоне жил волк, известный как ОР-93. Он ушел из своей стаи и шел на юг, через всю Калифорнию, прошел больше 1100 километров. И погиб под колесами машины, не успев найти пару. Но абсолютный рекорд — Скандинавия, 2003 год. Молодая волчица. Норвежские ученые надели на нее GPS-ошейник и стали смотреть. Она шла из Южной Норвегии на север, через Швецию, на восток в Финляндию, по прямой 1092 километра. Но по прямой она не шла, она петляла, возвращалась, снова уходила. Когда ученые сложили все ее передвижения, общий путь оказался больше 10 тысяч километров. Путь через страны, границы и зимы. В поисках одного, единственного, подходящего ей. Ее нашли 1 марта 2005 года, мертвой. Лес там, наверное, стоял такой же тихий, как всегда. Она не успела его найти. Но в этой истории поражает не сама цифра, поражает выбор. У этой волчицы была возможность остановиться, найти первого попавшегося, прибиться к чужой стае, сдаться. Только когда оба понимают, этот выдержит со мной зиму, эту охоту, эту опасность, только тогда они становятся парой. Биологи говорят, волки выбирают друг друга не случайно, а по практичности, по способности выживать вместе. В этом выборе есть почти человеческая логика, только честнее и суровее. Сначала время, проведенное вместе через сложности, потом общая семья. Волки находят место, роют логово. И часто такое логово служит не один сезон, а десятилетиями. Иногда настолько долго, что в нем успевают вырасти 3-4 поколения волков. Семейный дом в самом прямом смысле. Запах земли, запах шерсти. Из года в год один и тот же запах. И там, через 63 дня после спаривания, рождаются щенки. Волчонок весит при рождении около 400 граммов. Может только сосать молоко матери. Первые 3 недели мать почти не выходит из логова. Ее кормит вся стая, не только отец. Старший брат, прошлогодняя сестра, иногда тетя — все. Они приходят к логову. Мать выходит, лижет морду одному из них. И тот срыгивает ей мясо. То, которое принес в желудке за километры от места охоты. Они носят пищу буквально внутри себя. Когда щенки подрастают и начинают есть мясо, эта же сцена повторяется уже с ними. Молодой волк-кузен возвращается с охоты. Щенки бросаются к его морде, лижут уголки рта, скулят. Он наклоняется и срыгивает им наполовину переваренное мясо. Звучит для нас отвратительно. Для них это акт любви. Этот феномен биологи называют аллородительство — воспитание неродителями. В человеческом языке для этого тоже есть слова: бабушка, дедушка, старший брат, тетя. Только у волков это работает плотнее. Щенки, которых воспитывают 4-5 взрослых, выживают почти вдвое чаще, чем те, у кого только мать и отец. Один родитель не вытянет. А что, если щенок умирает? В 1993 году в Монтане биологи зафиксировали то, что до этого считали выдумкой. Волки хоронили своих детенышей, закапывали их в землю, переносили в другое место, возвращались. Семейная пара исследователей и документалистов много лет наблюдала за волчьей стаей в горах Айдахо. Однажды одну из самок стаи убил горный лев. После ее гибели волки изменились. 6 недель их вой звучал иначе. В лесу в эти 6 недель тише обычного. Раньше стая выла вместе, как один общий голос.
Теперь каждый волк выл отдельно, тише, дольше, не как сигнал для чужаков, не как метка территории, а будто в пустоту, в темноту, по одному. Мы не можем точно знать, есть ли у волков то, что человек называет тоской. Но эти 6 недель исследователи зафиксировали подробно, день за днем, звук за звуком. А теперь то, что нас реально пугает. Волк — машина. Природа собирала его миллионами лет именно для этого — догнать большое животное и убить его в команде. В обычных условиях сила укуса волка составляет около 28 килограммов на квадратный сантиметр. Но в критический момент, когда зверь бьется за жизнь или удерживает крупную добычу, она, по оценкам, может подниматься до 84 килограммов на квадратный сантиметр. Для сравнения, сила укуса человека около 10 килограммов на квадратный сантиметр. У питбуля примерно 16,5. У немецкой овчарки около 17. Волк перекусывает бедренную кость лося за 2 укуса. Скорость на коротких дистанциях до 60 км в час. Долго не бежит так, устает. Зато трусцой может идти всю ночь. 8 км в час, 50 км за сутки. Каждые сутки. Лось от такого не убежит, не потому что не быстрее, а потому что не выдержит столько часов подряд. Волк работает не силой. Он работает временем. Он съедает за один присест до 9 килограммов мяса. Желудок растягивается. Потом он может голодать неделю, 2, иногда 2,5. В природе волк за свою жизнь ест нерегулярно. Праздник или голод. Между ними почти ничего. Волки чаще всего убивают не самых сильных. Они ищут уязвимых. Старых, больных, ослабленных, отбившихся от стада. Среди молодых — тех, кто еще не умеет читать опасность и ошибается в первые секунды погони. Потому что здоровая крупная добыча — это не просто еда, а риск. Здоровый взрослый лось убивает волка ударом копыта чаще, чем мы думаем. Биологи находят черепа волков с раздробленной челюстью, кость срослась криво. Волк прожил с этой травмой еще несколько лет. Он не король леса, он рабочий, который каждый день рискует погибнуть, чтобы накормить семью. Вы наверняка слышали этот звук. В кино, в мультфильмах, в детстве. Тоскливый, долгий, жуткий. Волк, поднявший морду к луне, и протяжный вой над лесом. Так вот, на Луну волки не воют. Это миф. Ученые специально проверяли. Никакой связи между фазами Луны и количеством воя нет. Вообще. Они воют не от тоски и не на небо. Они разговаривают. Один вой здорового волка слышен на расстоянии до 16 километров в открытой местности. Лес, звезды. Один голос, и через 10 километров его уже слышит другой. Где-то в темноте другая морда медленно поднимается к небу. Ответный вой. И лес после 2 голосов молчит дольше обычного. В лесу поменьше, но все равно до 10. И главное, у каждого волка свой голос, уникальный. В 90-х годах исследователи научились отличать одного волка от другого по записи воя. Точность от 80 до 100%. Каждый волк со своей частотой, со своими переходами, со своим тембром. Когда стая воет хором, частоты накладываются. Получается странный звуковой эффект. Стая из 5 волков на слух кажется в 2 раза больше. Это сбивает с толку соседнюю стаю. Биологи называют это обманом числа. Стая буквально блефует голосом. А если кто-то из стаи отбился во время охоты, они находят друг друга по голосу. Стая воет. Потерявшийся волк отвечает.
и идет на голос своих. 16 километров через лес. По одному звуку. Когда волки воют по умершему, они тоже это делают, только тише и по одному. А теперь то, что вы точно не слышали. В 2022 году ученые опубликовали исследование. Они 26 лет собирали анализы крови у 229 волков. Брали кровь, отслеживали поведение, фиксировали, кто стал родителем стаи, кто ушел, кто остался. И когда сложили все, вышли цифры, в которые сначала никто не поверил. В крови у части волков обнаружился микроскопический паразит – токсоплазма гондии, одноклеточный. Живет в кишечнике кошек. У человека, у людей с кошками, он тоже встречается. Обычно никак себя не проявляет. У волков все иначе. Зараженный этим паразитом волк в 46 раз чаще становится главой стаи, чем здоровый. Вот это поворот. И в 11 раз чаще уходят из родительской стаи в дальнюю дисперсию. То есть рискует, лезет туда, где другие не пошли, идет первым. Откуда они заражаются? От пум. Стая, чья территория пересекается с территорией пум, чаще ловит этого паразита. Получается странное. Те волки, которые становятся вождями, те, кого мы интуитивно называем настоящими альфами, смелыми, идущими на риск, это не волки с какой-то особой генетикой. Это волки, у которых в мозгу паразит. В этом нет морали, это просто природа. Но если кто-то еще помнит школьный учебник биологии, там было написано, что лидеры рождаются. Ученые 26-го года вежливо уточняют. Иногда лидерами становятся. И мы возвращаемся к началу. Его боятся 1000 лет. Но что говорят сухие цифры? Норвежский институт природных исследований собрал статистику за 18 лет, с 2002 по 2020. Хищнических нападений, то есть когда здоровый волк действительно охотился на человека, за 18 лет всего 67. Из них 9 со смертельным исходом. 9 смертей за 18 лет. На 75 тысяч волков, живущих рядом с сотнями миллионов людей, случаев нападения на человека ничтожно мало. Для сравнения, только в Соединенных Штатах Америки домашние собаки ежегодно убивают от 30 до 50 человек. В Северной Америке столкновения с лосями на дорогах приводят примерно к 200 смертям в год. Здоровый дикий волк почти никогда не нападает на человека. Чаще всего, заметив нас, он просто уходит, не из уважения, из страха. Но в человеческом воображении волк веками оставался тенью у края леса, врагом, угрозой, злодеем сказок. Мы боялись его голоса в темноте, его следов на снегу, самого ощущения, что где-то рядом есть жизнь, которую мы не контролируем. И все же, чем ближе мы смотрим на волка сегодня, тем труднее видеть в нем только чудовище. Перед нами не банда и не бездушная машина убийства, а семья, связь, память, осторожность и невероятная способность выживать. Он возвращается туда, откуда его пытались изгнать не потому, что хочет быть рядом с человеком, а потому что дикая природа не исчезает по нашему желанию. Она может отступить, замолчать, спрятаться глубже в лес, но она не забывает дорогу назад. И где-то в эту минуту она уже идет. И однажды на снегу снова появляется след. Тихий, почти невидимый. Но в нем целый мир, который мы так и не смогли приручить. Если у вас был свой опыт встречи с волком, напишите в комментариях, что вы почувствовали первым – страх или что-то другое. Подписывайтесь на канал «Дикая жизнь».
Впереди новые истории о тех, кто живет рядом с нами, но все еще остается диким.